Приветствую вас, народ! У меня сегодня на обзоре вот такой вот сканер под брендом Mucar BT200 Max. Значит, вот на этой вот стороне написано, что данный сканер имеет пожизненное бесплатное обновление. Также имеется 15 сбросов. Также искусственный интеллект помогает нам читать всякие эти ошибки. Ну, короче, надо разбираться и разбираться. Ну, а мы давайте вскрывать и смотреть. Значит, друзья, записал я до этого вам большущее видео, но оно получилось такое длинное. То есть, что я делал? Записывал все от скачивания, установки и, соответственно, активации прибора. Потом я посмотрел, что в принципе это все делается очень легко, поэтому давайте я вам расскажу немножко. Вскрываем коробочку и видим вот такой вот футлярчик. Футлярчик Mucar, классная вещь кому-то для подарка, и приборчик в принципе, я вам скажу, классный. Вот. Но, опять же, не спрашивайте у меня, какой сканер лучше купить. Друзья, супер-пупер универсального сканера, я бы сказал, наверное, на свете не существует. Почему? Потому что, допустим, взять этот автомобиль. Подключаю к нему один сканер, коих у меня огромное количество, не берет. Что я делаю? Беру второй сканер, подключаю, берет. Поэтому 100% гарантии, что именно ваш автомобиль и этот сканер там до зубка все прочитает, конечно же, нет. Вот в хозяйстве, если вы там плюс-минус занимаетесь, я, конечно, там не супер-пупер диагноз, но немножко так вот для себя и друзей бывает подключаю, подкручиваю, да. Вот, поэтому нет универсального сканера. А если вам интересна эта тема, то есть один замечательный канал, который называется Доча Яма, в прошлом сам себе гуру. Вот переходите на этот канал и смотрите, там вот это вот просто профи. Он и какие-то приборы там сам делает. Все на свете. Ладно, хорош отвлекаться. Итак, у нас здесь лежит две инструкции. Инструкции на различных языках, в том числе и на русском, видите? Вот. Ну и здесь русский язык, где полностью подробно все расписано, почем в принципе я все это дело и подключал. Поэтому давайте сначала имеем QR-код. Сразу получили прибор, переходим на данный QR-код, либо, друзья, вот на этот QR-код, да, переходим по данному QR-коду и скачиваем приложение DollarFix на свой, соответственно, рабочий мобильный телефон. Скачали приложение, установили, открыли. После чего, давайте теперь уже буду, наверное, показывать я вам, собственно говоря, на телефоне. Где-то сюда я его впиндючу и буду показывать. Итак, скачали приложение, вот оно, DollarFix. Открываем. Подключение устройства, видите, но устройство у нас находится вот в этой вот коробчонке. Поэтому вынимаем наше устройство, друзья, из чехольчика. Вот оно выглядит следующим образом. Классная, качественно изготовленная вещица. Здесь прописан серийник. Вот. Индикаторы есть как с этой стороны, так и с этой стороны. Как только установили приложение, врубаем наш приемник. Ну, то есть не приемник, а наш сканер. Подключили к автомобилю. Он сам начнет подключаться по Bluetooth. Видите, Bluetooth подключен, связь с автомобилем сейчас в данный момент происходит, но я не включил зажигание. Не забываем включить зажигание. Вот, немножко надо подождать. Все, видите, автомобиль успешно подключен. Сейчас он пытается подключиться, друзья, по системе OBD2. Данный автомобиль, этот сканер, по OBD2 не видит. Хотя уже видит. По системе OBD2. Итак, мы видим, прибор подключился. Дальше переходим в строчечку «Я». И нажимаем кнопочку «Устройство». И вы видите, вот это устройство у меня уже активировано. Но внизу все равно горит кнопка «Активировать устройство». В моем случае я его активировал. Что нам надо, друзья, делать? Нажимаем «Активировать устройство», и у вас выскочит две строчки и значок сканера сверху. Так вот, нажимаем значок сканера, ужаснейший сегодня ветер у нас, и сканируем
с английской инструкции вот этот вот QR-код. Видите, внизу есть серийник и код активации. Либо сканируем, либо вводим вот отсюда вот эти циферки, все вручную. Нажимаем ОК, и сканер у вас через интернет. Все время должен подключен быть интернет, конечно же. Быстренько активируется. И можем сразу работать. Все, активировали мы сканер. Дальше. Переходим к мой автомобиль. У меня сейчас, вы видите, Opel Vivaro. Уже загнан вот этот вот автомобиль. Мы что можем делать? Можем еще добавить автомобиль. А когда у вас здесь нет, мы просто нажимаем «Добавить автомобиль». Вот здесь пишем ВИН-код, ну, любую информацию по автомобилю. И тем самым добавляем вот этот вот автомобиль. Но есть у нас, дверка сейчас закроется, есть у нас, друзья, что еще? Смотрите, мои устройства мы посмотрели, мой автомобиль, в принципе, посмотрели, да? Дальше, диагностический отчет. Вот сюда мы можем занести все это дело, если вам интересно, и потом каким-то образом распечатать. Либо локально, либо онлайн, то есть это уже сами разберетесь. Дальше едем по всем этим... Да что ж ты не выходишь? По всем этим, друзья, кнопочкам. Я сразу хочу. Описание сигналов неисправности есть. Открываем. И здесь у нас, если какие-то неисправности у нас будут, здесь будет описание. Вот какой-то такой вид, что-то там должно написаться. Опять же, друзья, я первый раз тоже пользуюсь и всего досконально ни сам я, ни вам рассказать, соответственно, не могу. Поэтому надо со всеми вот этими приборчиками разбираться и разбираться и разбираться. Надеюсь, вы меня прекрасно понимаете. Здесь есть также библиотека неисправностей. Вам выдала код ошибки, допустим, не выдала описание данной ошибки. Вбиваем сюда код, нажимаем ОК, и, соответственно, вам здесь даст отчет, что значит вот это именно ошибка. Думаю, тоже понятно. Я уже вбивать эти ошибки, друзья, не буду. Займет очень большое время. Рейтинг, значит, запись отзывов мы это опустим. Рейтинг безопасности автомобиля тоже опустим. Закрытая бета-лаборатория, это куда-то там тоже отсыл. Ну, давайте я нажму, посмотрите, что к чему. Вот, я так понимаю, здесь можно с кем-то, как-то, где-то, куда-то, что-то общаться. Вот. Программное обеспечение автомобиля. Нажимаем сюда, и у нас здесь огромнейший, друзья, выбор автомобилей. И обращаем ваше внимание, допустим, я нажимаю Европу, и я уже выбрал вот Opel мой, да, у меня есть Opel Africa, Opel Vauxhall, соответственно, Африка и просто Vauxhall. Вот эти вот три программки у меня скачались. Если у вас Audi, нажимаете скачать, ждете, ну, в зависимости, наверное, от модели автомобиля и от объема вот этого программного обеспечения, там будет время скачивания варьироваться. Но не особо быстро, я вам это скажу, качается. Вот, ну, и опять же, для любой марки, вот сколько их, видите, здесь. И Лянша, и Шмянша, и что только, Сиат, и Шкода, и даже ВАЗ есть. Вот, обратите внимание, есть ВАЗ, Volvo. Поэтому не качайте все марки автомобилей. Приехал к вам, допустим, Peugeot, чик-чик-чик, нашли Peugeot, скачали по-быстрому, и у вас это все дело будет. Приехала там завтра, не знаю, ВАЗ, да, а ВАЗ тоже скачали, и все это у вас будет программки. А все это подробно подряд качать просто не советую. Смысла нет, и времени занимает очень-очень долго. Вот, поэтому столько моделей автомобилей у нас здесь есть. Помощь и обратная связь. Вот, по любому прибору можно связаться со службой поддержки. Как здесь, так и смотрите вот здесь. Нажимаем значок службы поддержки. Любая проблема, они 24/7 на связи. Видите, даже все по-русски. Любые проблемы с программой DollarFix, обращаемся туда, и они вам, соответственно, даже вплоть до того, что они помогут активировать вам прибор, если у вас это не получится. Хотя это меня заняло, наверное, 4 секунды, и все, и готово. Поэтому понятно. Дальше переходим на главную страницу. Тут какая-то абракадабра, с которой, опять же, надо разбираться. Ну, я так понимаю, что здесь какие-то могут быть и диспуты, и дискусы о, видите, о моделях автомобилей. Можно тоже с кем-то как-то попереписываться, пообщаться. Ну, нам, наверное, с вами это, наверное, будет неинтересно. Вот. В программке это мы были. Торговый центр. Здесь мы можем, если нам нужно,
что-то как-то где-то прикупить. То есть, видите, разные приборы. Мукар BT200 Lite есть. Вот наш приборчик BT200 Max стоит $79. Мукар VQ8 есть. Короче, планшетик. То есть, вот такие вот ценники. 758, $529. Короче, цены, мама, не горюй. Вот, ссылочку на данный Мукар я оставлю в описании под видео. Постараюсь найти, наверное, еще и на AliExpress, так как ссылка у меня есть только на Amazon. Так, с этим разобрались. Ну и переходим на самое как бы интересное. Диагностика. Соответственно, вторкиваем прибор. Прибор подключается к автомобилю. Вот я сейчас приложу кадрик, чтобы вы видели, как он там переливается, мигает. Вот, ну и, соответственно, что мы видим? 11,60 вольт, 11,65 вольт напряжение батареи у нас. Вот, но что-то у меня, вот этот вот Opel не хочет подключаться по ОБД. Сейчас мы с вами еще раз попробуем, но я несколько раз пробовал, даже обновлял прошивку. И почему-то у меня это не получилось. Вот давайте при вас отсканируем ОБД-2. Попробуем подключиться к автомобилю. Так, зажигание у меня включено. Вот, наверное, как всегда, он мне выдаст какую-либо ошибку. Хотя, не знаю. Думаю, что да, что здесь вот я тоже, смотрите, открывал вот этот статус. Но он уже нифига не открывается, не открывается. Нужно ли завершить диагностический сеанс? Я пишу нет, и он обратно пытается подключиться по ОБД-2. И у него это не получается. Вот говорю все честно и откровенно. Вот, видите... И это не поддерживается, выключено, значение 0. Что-то непонятно, подключился или что? Или переключилось на... Так, ладно, давайте так. Каждый раз все по-новому. Полное сканирование. Нет. Опять пошло сканировать. Вот проблема немножко тут у них, видите, вход. И опять полное сканирование. Мне выдало опять ту же страницу. Давайте нажимать вход. Что у нас получится, когда будет вход? Считывание кода неисправностей. Режим такой-то. Удаление кода режим такой-то. Транслит. Если нажмем, то оно по ходу нам что-то куда-то переведет. В моем случае опять же остался русский язык, что есть хорошо. Ну и вот видите, ОБД-2 и мне как-то ни о чем, да? Поэтому закрываем. Нажимаем выход. Прозвучал звуковой сигнал, что получили мы выход. И будем мы подключаться с вами по улучшенной диагностике. Но перед этим я еще покажу, забыл показать обслуживание. То есть все эти вот, друзья, 15 кодов сбросов. Вот они. Давайте я, наверное, медленно пролистаю, чтобы вы сами видели, как, что, почем. Да, друзья, не спрашивайте, пожалуйста, у меня, будет ли данный сканер сбрасывать, допустим, электрические тормоза там на какой-либо определенной модели автомобиля. Я, не знаю, почему, опять же, говорю, что надо несколько иметь сканеров. Если один не подключается, не может это все дело сбросить, то второй какой-либо или третий обязательно все это сбросит. Поэтому для вашей марки автомобиля я просто-напросто не буду знать, может, либо не может. У меня электрических тормозов нет. Показать вам все это действо. А машину какую-то искать тоже, сами понимаете, не камильфо, да и не каждый согласится, чтобы я новый сканер впихнул, грубо говоря, в его автомобиль. Поэтому на одном автомобиле есть, будет работать, на втором, возможно, не будет. А возможно, будет на всех. Так как здесь у нас есть вот все это дело по тормозам. Я думаю, что процентов 80 моделей автомобилей все это дело будет прекрасно работать, потому как сканер просто, мне честно понравился. Вот, панели приборов здесь есть. Нажимаем панели приборов. Где-то можем на панель, если у вас нет, допустим, того же тахометра, либо вы хотите посмотреть, там, какое у вас давление в рампе. Вот такие вещи, но эти вещи, опять же, в этом автомобиле не работают. Почему? Потому что он не может подключиться по ОБД-2. Давайте проверим. Автомобиль заведен, у меня там 500 оборотов, грубо, есть. Видите, тут у нас по нолям. Не подключается по ОБД, а эта штуковина работает по ОБД-2. Хотим мы здесь добавить панель приборов. Давайте вот смотрите, там абсолютное, что я говорю? Давление в топливной рампе, пожалуйста.
Нажимаем далее. Круглую приборную панель, либо мы можем просто числами. Ну, пускай будет круглая. Добавляем. И у нас, пожалуйста, давление в топливной рампе. Вот оно есть прибор, но чтения нету, потому что не подключилось к ОБД2. И вот теперь мы с вами подключимся по улучшенной диагностике. То есть, когда не подключается по ОБД2, система предлагает подключиться по улучшенной диагностике. Нажимаем кнопочку улучшенной диагностики. Опять же, нам здесь предлагается выбор автомобиля. Нажимаем Европу, нажимаю, допустим, Vauxhall. Происходит подключение к автомобилю. Опять же, я вам это кадрики вставлю. И, пожалуйста, у нас все подключилось. Можем нажать автоматический поиск. Тоже придется немножко подождать, конечно, все это дело. Но быстрее все это делать как бы в ручном поиске. Я позже, наверное, перейду и покажу. Короче, ну, ручной поиск, суть в том, что у вас открывается, опять же, годы производства автомобилей. Выбираем, допустим, как в моем случае 2004, выбрали 2004 и открывается список моделей автомобилей. Ну и я, соответственно, выбираю Opel Vivaro. Видите, VIN не считывается, хотя у меня уже забит он. Поэтому отсюда давайте выходим. А как отсюда выйти? Вот сюда надо VIN вписывать. Выходим на крестик. И я покажу ручной выбор. Так намного быстрее. Значит, у нас что? У нас получается 2004 год. И видите, опять же, модели автомобилей. И я нажимаю Opel Vivaro. Опять пытается подключиться к автомобилю. Процесс этот, вот видите, не особо быстрый. Думает, что-то там читает. И в моем автомобиле были ошибки. Видео я тоже вам приложу. Вот, сейчас по видео только будет пила с спиралькой. Но я знаю, что у меня еще есть ошибка по АБС, по двум задним колесам. И вот посмотрим, возьмет, не возьмет. Значит, смотрим отчет о состоянии здоровья. Нажимаем, и тоже, друзья, не быстрый процесс. Оно считывает все системы и показывает нам, если есть ошибки, то красным загорается, а не зеленым. Если нет ошибочек, то, соответственно, показывается красным. Вот, как я и говорил, ошибки по АБС у меня присутствуют в записи, хотя лампочка не горит. Начну движение, и они загорятся. Вот, по движку были тоже ошибки. Вот эта вот спиралька, которую я вам показывал, ну, я уже подключался и, соответственно, эти ошибки сбросил. Ну и есть еще ошибка, видите, по модулю управления кузовом по BCM. Сейчас оно отсканирует 100%. И я переключу на все эти ошибочки, мы с вами посмотрим. То есть, как бы читает оно в этом режиме исправно, а вот почему не подключается в режиме ОБД2, непонятно. Не то у меня что-то с разъемом, не то с чем. Короче, я не знаю. Итак, 67% у нас машинку опросила уже. Каких-то мне здесь выбрасывает 3 радиоприемника. Видите, 2 радиоприемника выбросила. Сейчас выбросит 3. В принципе, и на этом, наверное, диагностика, не диагностика, а опрос системы закончится. Ничего не остается, как сидеть, друзья, и ждать. Ну, вы будете диагностировать свои автомобили. Опять же, также будете сидеть и ждать. Хотя есть разные автомобили. Одни как-то молниеносно считывают, а вторые долбит там этих 20 систем. И каждую систему ей надо опросить. Есть она там, нету, но опросить надо. Пожалуйста, вот вам отчет о здоровье. АБС, ESP, датчик скорости
левого колеса и правого колеса. Хаотический сигнал. Непонятно, что мне творится с этими датчиками скорости. Ну, надо будет влезть как-то, еще нету времени. Вот. Ну и BCM, модуль управления кузовом. Видите, что у нас тут? Неисправность сигнала скорости автомобиля. Дальше блокировка центральной двери, низкое напряжение. Шинокан, нет связи с модулем управления кузовом. Шинокан не связан, опять же то же самое. С прибором. Ну и вот как-то так. Ну что, давайте теперь удалим эти ошибочки. Попробуем. Хотя все они, конечно же, не удалятся. Нажал удаление ошибок. Все пока что у нас горит зеленым. Но ABS, как мы видим, и BCM остается у нас. По 2 ошибки и там, и там. Как-то вот так. Так, дальше. Выходим отсюда. Вы действительно хотите выйти? Если да, так. Нет, не хочу выйти. Я хочу просто вернуться. Вот, теперь выбираем систему. Давайте, допустим, выберем движок. Опять нажимаем Engine. И опять ничего не остается, как ждать. Так, какие-то предупреждения. Здесь нам написано, что, пожалуйста, заполните эту информацию. Запомните. Вот. Ну и опять у нас информация о версии. Можем нажать, посмотреть, почитать. Вот, видите, запишите, распечатайте. Потом у нас коды ошибок я уже нажимать не буду. Смысла в этом нет. И поток данных мы можем посмотреть. Ну, что мы можем посмотреть? Давайте выключатель тормоза выберем, чтобы я продемонстрировал, как это работает. Дальше что? Давление наддува давайте выберем. Давление, датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Датчик сцепления нам не надо. Так, количество впрыска. Давайте количество впрыска. Команда положения ЕГР. Пускай будет. Контрольная лампа двигателя нафиг не нужна. Напряжение системы пускай будет. Мгновенный расход посмотрим, считает или не считает. Так, времени накала нам как бы не интересно. Сигнал иммобилайзера. Положение педали газа. Ну, давайте педали газа. Так, скорость автомобиля нам не интересно, мы стоим. Скорость двигателя пускай будет. Состояние зажигания пускай будет. Температура воздуха на впуске давайте. Температура охлаждающей жидкости давайте. Температуру топлива давайте. Ну, хватит. 13 штук из 42 потоков, да. И мы что видим? Выключатель тормоза активно. Жму тормоз. Неактивно. То есть концевичок у нас отошел и отключился, да. Давление наддува 98,4 килопаскаль. Если газануть, что у нас получится? Пошло увеличение наддува, пожалуйста. Датчик массового расхода воздуха. Тоже мы с вами видели, что все это дело в зависимости от оборотов, видите, меняется. Так, дальше. Количество впрыска 8,8 миллиграмм идет. Команда положения ЕГР, пожалуйста, все время тоже меняется у нас в процентном соотношении. Мгновенный расход тоже меняется. Литр 1,5, 1,1 литр, 1,3. Вот видите, напряжение системы 14-25 вольт. То есть мы сразу видим, что зарядка у нас идет просто классным образом, да. Сигнал положения педали газа. Давайте газ. Все работает, до 43% я его догнал. Скорость двигателя, как вы сами видите, обороты показывает. Хотя в ОБД2 у нас мы не смогли подключиться, и там ничего не показывало. Состояние зажигания выключено 12 вольт. Это, видимо, включить, а нам показывает, что мы можем выключить. А потом переключиться, наверное, на включить. Ну, как-то так это все дело работает. Температура воздуха на впуске 32,12 дегре в градусах. Не то проценты, не то градусы, точно не знаю. Температура охлаждающей жидкости 74,07 дегре градусы. Но температура охлаждающей жидкости у нас, значит, сколько? 80, 85, 90, 95, 100. У нас сейчас стоит по датчику моему 90 градусов. Здесь же 74, 48. Но опять же мы с вами знаем, что в автомобиле могут быть установлены там не один датчик температуры, а несколько. Поэтому я беру с одного, а здесь показывает, наверное, будем говорить так, агрегатного датчика. Температура топлива 55,5 градусов Цельсия. Здесь уже нет этих дегри.
Ну и как бы вот так. Все эти функции мы можем с вами видеть прекрасно. Что нам еще такое включить, интересно? Датчик сцепления. Ну, сцепление. Ну, давайте датчик сцепления еще раз выберем. Посмотрим на сцепление, что у нас будет и где находится. Так. Датчик сцепления. Датчик сцепления. Вот, сейчас активно. Выжимаю сцепление. И у нас опять же не активно. То есть все работает, друзья, и все показывает. Ну и вот, наверное, все, что я вам хотел показать. Но если коды ошибок, то опять же мы можем отсюда все эти коды, соответственно, почитать, которые здесь уже отсутствуют. Тоже непонятно. Все хочу показать честно, откровенно, видите. Отчет нажимаем, что мы получим в качестве отчета. Опять же, друзья, как я и говорю, с этим сканером надо разбираться. Это не так просто, что достал сканер, воткнул, скачал программу и что-то там начинаешь делать. Вот. Ну и вот, что у меня. Значит, ВИН-код такой-то автомобиля. Можно поделиться в сообществе, если у вас какие-то проблемы, я так понимаю, вам смогут где-то как-то люди помочь. Ну, и анализ диагностических отчетов. Посмотреть анализ, что нам здесь покажет. Здравствуйте, я ваш интеллектуальный помощник. Вот о том, о чем я говорил, что какое-то здесь написано, что здесь есть интеллектуальный помощник. Вот, и он пишет. Читать не перечитать. Вот, рекомендации для профессионального алгоритма углубленного. Как только вы представите эти данные, я смогу предложить вам подробные коды ошибок. Предоставьте коды ошибок. И я смогу вам что-то там рассказать и помочь. Вот, поэтому, ну, на моем автомобиле, видите, не получилось подключиться к ОБД2, но на других автомобилях все это дело, конечно же, получится. Можно выбрать, что у нас? Системы информации. Вот эти вот радио, что я говорю, нафиг мне это не надо. Поэтому выходим отсюда. Давайте попробуем по кузову. Дополнительный нагреватель. Что у нас по нему скажет? Я так понимаю, это дополнительный нагреватель, который установлен в систему охлаждения. Там аж 4 свечи. Ошибка связи т.т. Опять же, он попробовал воткнуться сюда по ОБД2, и у него ничего не получилось. Система пассивной безопасности. Подушки безопасности. Зря я сюда полез, сейчас как долбанет. Это замечательно, клянусь Богом. Хотя, думаю, он сюда лезет по ОБД2 и тоже ничего не выдаст. Так, поток данных. Что у нас? Чтение, конфигурация, экран данных. Давайте посмотрим это. Сопротивление боковой пневмоподушки. Давайте сопротивление посмотрим. Сопротивление. Так, сопротивление цепи преднатяжителя. Короче, мы тоже посмотрим. Все, выберем. Контрольная лампа освещения проверки. Ну, смысла мне в этой лампе нету. Итак, 10 из 11 пунктов. Ну и вот что нам есть. Сопротивление запальной цепи 0 Ом, 0 Ом. Потом сопротивление цепи быстрого пускателя подушки 3,68 Ом. Сопротивление цепи быстрого пускателя подушки безопасности пассажира 12,9 Ом. Сопротивление натяжителя ремня сидения 2,9, я так понимаю, Ом, да. Сопротивление натяжителя сидения пассажира 6,2 Ома. Сопротивление цепи второго ряда 0. Сопротивление 0. Потому что второго ряда в моем автомобиле нет. Поэтому у нас и сопротивление по нолям. Что есть, то, как говорится, показало. Ну, замечательно, что нет. Так, чтение конфигурации, модификации. Конфигурация со стороны пассажира. Конфигурация переднего. Выключатель подушки, конфигурация фронтальной подушки. Ну, давайте конфигурацию одну выберем буквально для быстрого просмотра. Так, только водитель. Конфигурация только водитель. Так оно как бы и есть. Ну и, народ, наверное, на этом мы будем с вами закругляться. Нажмем выход. Просигналило, что да, надо выйти. Вот, проверка АБД. Давайте еще нажмем. Какие-то нет ошибок.
но походу нет ошибок, потому что опять почему? Потому что на АБД не может подключиться. Идет сканирование АБД, ваш автомобиль в хорошем состоянии. Запустите расширенную диагностику для обнаружения других систем автомобиля. Обнаружить сейчас. Ну давайте, что мы тут обнаружим? Нифига мы не обнаружим. Проверка на смог. Что за насмог, я не понимаю. Данные не получены, конечно же. И что у нас здесь? Батарея не нажимается. Цена на топливо в реальном времени. Вот эта штука классная. Смотрите, прикол. Цену, конечно, не показывает, но мой город пропечатала сразу. То есть по GPS все это дело определило, где я живу, на раз. И сдала меня китайцам, да? Так, дальше что тут у нас? Статус миль. Данные не получены. Тестирование производительности. Не знаю, что к чему. Но опять же, это все работает от ОБД2. И у нас... Я нажимаю, но, скорее всего, ничего не получится. Идет какая-то проверка. Опять же, над этим надо работать и думать. Что, куда, зачем, почему. Скорость будет измеряться после того, как вы начнете ускоряться. Поэтому это мы не будем. Ускоряться я не буду. Автодиагностика, последний тест не обнаружено. Так, окей, нажимаем. И что здесь? Ничего здесь. И да, есть у нас онлайн инструкция, друзья. Если вы даже где-то потеряли свою вот эту инструкцию, да, то вы можете включить онлайн, и у вас здесь будет та же инструкция, но правда русского языка здесь уже нету. Вот. Русского языка здесь нету. Есть много языков, как бы. Нет, один английский, кстати, да. Но русского нету. И можете как-то... Покрытие. Что такое покрытие? Посмотрим еще. Ввести ВИН. Ну это просто номер машины. Создать модель и год. Ну, в принципе, как бы и все. Переходим опять в Я. Опять же, вот мой автомобиль. Я его записал ВИН-код. Если надо добавить несколько автомобилей, опять же добавляем. То есть все как бы просто, но опять же надо, друзья, с этим всем разбираться. Ну а сегодня у нас на обзоре был вот такой вот сканер Mukar BT200 Max. Надеюсь, как-то я вам его показал, потому что, сами понимаете, столько автомобилей нельзя одновременно снять видео и показать вам, продемонстрировать. Вот я на примере своего видео, все вам честно, можно сказать, наверное, даже подробно показал. Все, друзья, пока. Желаю, чтобы все.